Добрый день, мои дорогие любители вязания! Сегодня хочу вам предложить поработать вот над такой каймой. Вяжется, конечно, она не совсем просто, как наборное, допустим, кружево из элементов, которые потом соединяются, но я думаю, что оно достойно того, чтобы его использовать где-то в своих проектах. Так, кому понравилась идея, присоединяйтесь. Сейчас свяжем. Итак, начнем мы с вами вязать вот эти вот маленькие наши цветочки, да, и должны их соединять в одну линию. Первая воздушная петелька и еще 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замыкаем в колечко. Хвостик вдоль пустим. 1, 2, 3, 4. Это будет столбик. 2 воздушных петли, 2 накида. Заходим в наше образовавшееся колечко. Вяжем столбик с 2 накидами. Вот так. Далее 1, 2, 3, 4. Вполне возможно, там вяжется по-другому, но я связала так, как я связала. Смотрите сами. 2 накида. И вот здесь у нас с вами был провяз, последний провяз столбика. Я зашла в него, связала недовязанный столбик с 2 накидами. Первый. 2 накида. В этот же провяз зашла, связала еще такой же столбик. Соединила. Теперь вяжу 1, 2, 3, 4. Захожу в эту же точку и вяжу соединительную петлю. Таким образом я получила, как вы видите, первый лепесток именно на столбике. С этой точки опять я вяжу следующий лепесток. 1, 2, 3, 4. 2 накида. В эту же точку заходим. И опять 2 недовязанных столбика с 2 накидами. Соединяем петли подъема и 2 столбика в одну точку. 1, 2, 3, 4. И опускаемся в эту же точку, вяжем соединительную петлю. Вот у нас с вами 2 лепестка. И мы с вами в эту же точку сейчас свяжем третий лепесток. 1, 2, 3, 4. 2 накида. Заходим в эту же вершинку и повторяем. Так мы с вами будем вязать на 3, то есть один из 3 мы уже вот столбик оформили. 4 воздушных петельки и опускаемся, связали соединительную петлю. Вот так. Давайте посмотрим, что в итоге вышло. Вот наше колечко, вот наши 3-4 петельки подъема, 2 столбик. Далее мы должны с вами связать 2 воздушных петли, 2 накида, зайти в это кольцо и связать следующий столбик с 2 накидами полностью. Связали 2 воздушных, 2 накида, заходим в колечко. При этом я стараюсь захватить ниточку, которая у меня осталась. И вот на вот этом следующем, то есть столбик, на котором цветок пустой, и следующий столбик мы опять с вами вывязываем точно таких 3 лепестка. Я повторять не буду, чтобы не затягивать видео. Вы понимаете, 4 воздушных петельки, 2 накида, и вот в последний провяз столбика вяжем первый, второй и третий лепесток. Оформили мы с вами второй столбик с лепестками. Опять 2 воздушных петельки, 2 накида в колечко
и пустой столбик. 2 воздушных петли, 2 накида, и мы вяжем с вами третий столбик, над которым нужно нам связать с вами вот такой вот лепесток. С центральным лепестком этого цветка у нас с вами происходит соединение, да, всей линии по той длине, которая нам нужна. Сейчас 4 воздушных петельки, 2 накида, и выполняем первый лепесток. Смотрим, мы с вами соединили второго лепестка, 3 как бы лучика, да, и теперь нам нужно с вами соединиться с вот этим вот тоже средним лепестком. Ищем у нас центр, протягиваем рабочую ниту, или можно провязывать. У нас здесь с вами как бы соединили, но у нас еще идет 4 воздушных петельки, которые мы должны опустить в центр, да, и довязываем третий лепесток. Итак, мы соединились с полосой, довязали третий лепесток, третий цветок, 2 воздушных петельки, накид, заходим опять-таки в колечко и вяжем столбик с одним накидом, с двумя, господи, с 2 накидами. Вот так вот. Теперь следующие 2 воздушных петли, 2 накида и еще один столбик с 2 накидами, но он у нас пустой. 2 воздушных петельки, и здесь мы с вами с 4 петлей подъема соединяемся и закрепляемся. Теперь у нас осталась наша задача отрезать нитку и закрепить ее. И таким образом мы с вами набираем вот эту вот полосочку. Теперь нам ее нужно будет соединить. Соединение у нас будет и с одной, и с другой стороны, но опять-таки это может быть на ваше усмотрение. Вот у меня последний цветок с вершинкой, ну как бы самого последнего лепестка, я соединяюсь. Вот так вот. Мы с вами будем не верхнюю, а нижнюю часть, как бы пришивную, сейчас свяжем. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Я захожу, вот столбик, да, я делаю накид, захожу в этот столбик, вяжу столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас я захожу как бы вершину лепестка. Здесь у нас с вами идет столбик без накида. А соединение между одним и вторым мотивом, да, у нас идет 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вершину лепестка. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Вот у нас с вами здесь 3 столбика внизу, в центральный столбик с одним накидом. Ну и так, в общем-то, соединяется вся линия. Итак, мы с вами соединили. Единственное, что я хочу сказать, я не досмотрела на схему, и уже так видно, что вот сюда мы вяжем с вами не столбик с одним накидом, а полустолбик с накидом. Он смотрится более аккуратно и гармонично. Связали мы с вами, соединили этот край. Можно вязать это кружево по кругу. Я сделаю одну петельку подъема, и теперь мы с вами под наши арки вяжем. Там, где было 5 воздушных петель, мы вяжем с вами 5 столбиков без накида, 3, 4, 5, и переходим на следующую. 1, 2, 3, 4, 5.
нужно распределить их так, чтобы они смотрелись хорошо. А там, где у нас было 8, переходим на арку из 8 петель и вяжем 8 столбиков без накида. Ну, так, в принципе, все повторяем, вяжем до конца. Обошли мы с вами все по длине. Теперь у нас идет очередной ряд. Как бы по схеме немножко, ну, в принципе, я так думаю, что это не столь важно, тем более, что нам показано, как это можно вязать по кругу. Я вяжу 3 воздушных петельки, это столбик, 1 воздушная петля, накид, 1 пропустили, в следующий зашли, связали столбик с 1 накидом. Воздушная петелька, пропустили, в следующий столбик с 1 накидом. Воздушная петелька, пропустили, столбик. В общем, вот и весь ряд мы с вами проходим его. Обошли мы с вами по длине все. Вот видите, как уже, в общем-то, что-то просматривается, и уже это может быть вариант использования. Есть еще один ряд обвязки. Я сделаю петельку подъема, зайду под арку, столбик без накида. Теперь 1, 2, 3 воздушных петли, столбик без накида в арочку, 3 воздушных петельки, столбик в следующую арочку, 3 петельки, столбик без накида в арочку. И вот смотрите, что у нас получается еще вариант. Сейчас дойдем, посмотрим конечный. Завершили мы с вами обвязывать этот край. И вот смотрите, вот уже у нас готовая кайма, да? Если кому-то нужно, вот, чтобы были вот такие цветы, пожалуйста. Мы теперь с вами будем обвязывать следующий край. Я уже закрепила нить. Вот будем говорить, если мы вяжем по кругу, то вот этот лепесток у нас заклеится со следующим мотивчиком маленьким этим, да, мы закрепили с вами в верхнем лепестке. Теперь 1, 2, 3. Заходим в лепесточек, в первый по ходу движения вершинку, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В центральный зашли, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вот теперь в третий из этого набора. Теперь соединиться с этим. 1, 2, 3. То есть все будут соединяться совершенно одинаковым количеством петель. Поэтому вот мы с вами здесь четко 3, 5, 5, 3. И теперь переходим на следующий мотив. Следующий мотив 1, 2, 3, 4. Зашли в этот верхний лепесток. Я сделала накид, да, нам без накида. Столбик без накида. Вот так. Все. Вот основное соединение. Обошли мы с вами. Соединили все листики, да, это тоже вариант. Далее нам нужно с вами все обвязать столбиками без накида. Вот наши первые 3 воздушных петельки. Но судя по схемке, нам в эти 3 нужно поместить 4 столбика без накида. 3 и вот 4. Там, где у нас 5, мы вяжем с вами 5 столбиков без накида. 2, 3, 4 и вот 5. Вот у нас с вами столбик центральный. В этот столбик, вот здесь у нас он был, да, мы в него с вами свяжем 3 столбика для поворота. У нас же идет здесь волна, поэтому вершину этого столбика я связала 3 столбика, чтобы получить закругление. Далее в арочку 5, 1, 2, 3, 4 и вот
5. И далее, вот смотрите, 3, 4, 3. Как я поняла по схеме, вот в эту арку мы вяжем с вами, ну, будем говорить, можно связать 3 столбика, вершину 4. Здесь у нас 4 столбика. 1, 2, вот, 3, 4, столбик в вершину и под арку 3. Ну, а дальше все понятно. 5, а в центральную 3, для того, чтобы получить закругление. Прошли мы с вами этот ряд. Смотрите, наша кайма все краше и краше. Да? А следующий ряд у нас, тут важный момент. Вот наш центральный столбик мы должны рассчитать с вами. Мы вяжем с вами тоже столбики с одним накидом через одну воздушную петлю. Но важный момент о том, что в центральный столбик, в каждом центральном лепестке, на каждом из этих мотивов мы должны будем вязать по 3. Поэтому вот это нужно будет хорошо рассчитать. Я, понятное дело, вяжу 3 воздушных петли, петелька, через одну столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, через одну столбик с одним накидом, воздушная петля, через петельку столбик. Так, воздушная петля, пропустили вот столбик и воздушная петелька, накид, и вот наш центральный столбик, да, вот он центральный. Мы в него с вами вяжем столбик с одним накидом 1. 2 воздушных петельки, 2 накида, в эту же точку вяжем столбик с 2 накидами. Вот так. И связали столбик центральный. Теперь 2 воздушных петельки, накид, и в эту же центральную столбик нижнего ряда вяжем еще столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, накид, 1 пропустили, следующий зашли. Воздушная петля, 1 пропустили, в следующий зашли. Так мы с вами вяжем до вот этого момента. Прошлись мы с вами. И теперь смотрите, помните, мы с вами вязали столбик без накида в сам столбик и здесь в сам столбик. Вот я связала этот столбик. Теперь я вяжу 1 воздушную петельку, накид, и захожу в следующий столбик и вяжу столбик с одним накидом. Поэтому вот здесь вот мы можем с вами даже вязать не 4, а 3 воздушных петли. Может быть, если будет у кого-то сильно топорщиться, то можно сделать и этот вариант. Далее опять 1 воздушная петелька, пропустили столбик. Так постепенно выходим на центр. В центре вяжем 3 столбика. Там, где у нас с вами углубление, соединяем этот и этот столбик через 1 воздушную петлю. И так проходим ряд. Завершили мы с вами этот ряд. Ну, у нас остался последний ряд. Сделать вот эти вот арочки. Мы их тоже должны с вами сделать аналогично, как и в нижнем крае. Я перехожу под арку. 3 воздушных петельки. Следующий под арку столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. Обошла я все по длине. Как вы видите, вот что у нас с вами получается. Вот такая вот кайма. На этом моменте хочу с вами попрощаться. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь. Вам творческих успехов и до скорых встреч!